Любителям ярких и неприхотливых культур, цветущих все лето до прихода осенних заморозков, предлагаю познакомиться с таким интересным растением, как урсиния. По внешнему виду она напоминает красочные ромашки с выразительным темным центром. У этого цветка есть и второе народное название – клиноусик. В чем же главные преимущества урсинии? Уверена, что каждый цветовод найдет в ней свои достоинства. Например, многих радует ее жизнерадостная окраска, которая уж точно не даст вам заскучать. В других привлекает редкая неприхотливость и стойкость растения. Ну и, конечно, всех садоводов прельщает непрерывная и долгоиграющая красота урсинии. Ее цветение длится все лето до прихода морозов. Кустики клиноусика даже при скромном уходе склонны постоянно завязывать новые бутоны. Яркие, многочисленные ромашки привлекают внимание даже издалека. Очень эффектные, контрастные посадки урсинии в сочетании с синими и голубыми цветами, например, анхузой, льном, нигеллой, немофилой, наланой и прочими растениями небесной окраски. Урсиния принадлежит к семейству астровые. В ее роду насчитывается около 40 видов, среди которых есть однолетние и многолетние травянистые представители и даже полукустарники. На своей родине, в Южной Африке, этот цветок прозвали сокровищем полей. Прямые, но разветвленные стебли украшены ярко-зеленой, перисто рассеченной листвой, что придает цветнику ажурность и легкость. Растение обладает своеобразным ароматом. Это касается не только цветов, но и стеблей, а также зелени. Высота кустиков, окраска и диаметр ромашек отличаются в зависимости от разновидности и сорта. Например, урсиния укропная имеет оранжевые цветки с выраженным ярким центром. Их диаметр около 5-6 см. Они раскрываются на тонких высоких цветоносах поодиночно. Высота растений примерно 40-50 см, хотя есть сорт с более компактной кроной до 30 см. Называется аврора. Кусты клиноусика украшены перистой листвой, похожей на укроп. Отсюда и название данного вида. Цветение обильное и длительное, начиная с июня до заморозков. При хорошем освещении пышная крона урсинии имеет шарообразный вид, сплошь усеянный красочными соцветиями. В отличие от родственных ей культур с общим названием африканская ромашка, например, той же газании, цветки урсинии укропной раскрываются даже в пасмурную погоду. К тому же растение очень неприхотливое. Есть и другие интересные представители клиноусика, например, урсиния карликовая, которая отрастает на высоту всего до 15 см. Цветки этого вида ярко-оранжевые, не крупные, но многочисленные. В декоративном садоводстве также ценится урсиния разноцветная и красивая. Последний вид считается наиболее распространенным в цветоводстве. Очень неприхотливый и яркий летник, но свои ромашки раскрывает лишь в ясную погоду. Очень интересный ее сорт с белым центром под названием альбида. Урсинию можно выращивать не только в открытом грунте, но и как контейнерную культуру. Вазонами с ее кустиками украшают разные зоны в саду, террасы, балконы и не только. Где бы вы ни посадили этот цветок, он всегда будет ярким акцентом, привлекая к себе внимание. Соцветия также подходят для срезки и составления праздничных букетов. Посадки урсинии придадут любому цветнику совершенно незабываемый вид. Они одновременно сочетают насыщенные яркие краски и ощущение легкости. Ажурная зелень очень красиво подчеркивает колоритность ромашек. Цветы урсинии также хорошо сочетаются со многими растениями и подходят для посадки в миксбордерах, узких рабатках и в оформлении цветников. Из посаженных в ряд пышных кустиков клиноусика получаются красочные, долго и обильно цветущие бордюры. Одним из преимуществ данного летника считается его непритязательность к уходу и стойкость к ветрам. Растение можно смело высаживать даже на сквозняке, но в тенистых местах этой африканской ромашки не место. Там она цветением вас не порадует. Самое идеальное расположение – это постоянное солнце или легкая полутень.
Почва к клиноусику подойдет легкая, с хорошим дренажом, но питательная. Тяжелый суглинок придется разбавить компостом, нейтральным торфом и речным песком. Перед посадкой землю хорошо перекапывают. Растение не терпит постоянное переувлажнение и относится к засухоустойчивым культурам. Урсиния будет радовать вас даже в засушливое и жаркое лето, при условии, что вы пусть и не часто, но будете ее поливать. Чтобы продлить цветение до прихода морозов, кустики желательно подкармливать комплексными минеральными удобрениями. Делают это примерно 1-2 раза в месяц. Несмотря на свое южное происхождение, с наступлением первых легких осенних заморозков урсиния не погибает. Ее красочные ромашки будут вас радовать до стойких морозов. Чтобы удерживать пышную крону, более компактной, разросшиеся вширь куртины можно стричь. Это также поможет избежать возможного заражения мучнистой росой. Оно иногда появляется при переувлажнении и в случае, если рядом растут пораженные грибком растения. В основном же урсиния довольно устойчивый к болезням цветок. Иногда на мелкой листве кленоусика может появиться тля, поэтому профилактические обработки от этого вредителя урсинии не помешают. Вырастить африканскую ромашку можно прямым посевом семян в открытый грунт. Делают это в начале мая. Семена глубоко в землю не заглубляют. С появлением нескольких настоящих листочков подросшие сеянцы рассаживают. Самые слабые удаляют. Для получения более раннего цветения урсинию высевают на рассаду уже в конце февраля, в начале марта. Окрепшие кустики высаживают в открытый грунт в мае на расстоянии 20-30 см. Попробуйте вырастить этот яркий цветок. Он обязательно порадует вас своим долгим и обильным цветением, а также неприхотливостью. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.